Всем привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Сегодня я задумала мариновать помидоры и решила, конечно же, поделиться рецептом с вами. Давайте готовить вместе. Для начала я банки помыла хорошо моющим средством, хорошо сполоснула, не стерилизовала. Крышки я помыла, естественно, новые, и прокипятила. Минут 3-5 надо прокипятить их. Теперь в чистые банки я начинаю укладывать все, что мне нужно для нашего маринада. Итак, сначала насыпаю перец горошком. Ну, вот так я не считаю, сколько. 10, 15, сколько там пойдет, столько и кладу в баночку. Перца черного горошком. Парочку кладу душистого перца. У меня банки 1,5 литра объем. И сегодня я купила 5 килограммов помидоров. Думаю, что у меня получится 6, ну максимум, наверное, 7 банок помидоров маринованных. Посмотрим, как сегодня я рассчитаю. Ну, примерно так, наверное, 6-7 банок. И теперь начинаю укладывать все в банки. Сначала на дно положила перец, теперь кладу сельдерей. Ну, вот так можно, пару веточек на дно баночки. Кладу зонтик укропа, зонтики. Вот так. Все это на дно, чтобы потом, когда помидоры мы доставали, вся эта зелень нам не мешалась. Еще у меня есть листья вишни. Я их вот так парочку разрываю и тоже кладу на дно. Чеснок у меня огромный, зубчики огромные, поэтому я положу пару зубчиков на банку. Разрежу их пополам, чтобы лучше отдавали свой аромат. Этого будет достаточно. Естественно, чеснок изначально помыла и почистила. Еще на дно можно сразу положить болгарский перец. На одну банку у меня уйдет где-то половинка болгарского перца. Много не надо, он здесь тоже для аромата. Вообще все, что кладем сюда, кроме помидоров, все для аромата. Сейчас я почищу перчик. Ну вот так его. Сейчас все лишнее уберу. Пополам, еще раз пополам и тоже кладу на дно банки. И теперь начинаю укладывать помидоры. И вы заметили, у меня здесь еще базилик, я его положу между помидоров. Мне очень нравится вкус сельдерея, базилика в помидорах, самый вкусный. Я готовлю по этому рецепту уже несколько лет, и другой рецепт не ищу, потому что получается очень вкусно. Попробуйте, вам понравится. Вы тоже потом не будете менять этот рецепт. Итак, помидоры беру, каждый накалываю, но я обычно вот так крест-накрест делаю вилочкой и укладываю в банку. Вниз обычно я кладу помидоры, которые покрупнее, наверх укладываю помельче. Вот так, раз вилочкой и два. Так помидоры не будут лопаться, когда их потом будем заливать кипятком, и к тому же они лучше промаринуются. Теперь, ну, грубо говоря, полбанки набрала, дно заполнила и кладу острый перец. Так, куда я ножик убрала? Острый перец. Я срезаю вот так верхушку. Перец у меня очень острый, поэтому в какие-то баночки я положу вот так половинки, достаточно будет, а в какие-то, если небольшой, то целый. Сюда же кладу листик смородины. Один кладу для красоты. Вот так. А один можно разорвать и тоже положить для аромата. Кладу сюда веточку, вернее, базилика или рейган, как у нас его называют. Вкусные ароматные помидоры получаются именно когда добавляете вот этот базилик фиолетовый. И теперь продолжаю сюда же укладывать помидоры, допирать баночку. У меня помидоры сливки, не крупные, специально беру такие на соленье, чтобы потом было их приятно есть. Одну баночку уложила и таким образом буду укладывать все банки.
Можете в том порядке, в каком вам нравится укладывать банки. Я кладу так. Вот где-то кладу базилик на дно, укропчик посередине, где-то наоборот. Это совершенно не принципиально. Как вам нравится, так и кладите. Я заполнила все баночки. У меня, как я и предполагала, получилось 7 банок. И теперь нужно эти банки залить кипятком, накрыть крышками и оставить примерно на полчаса, минут на 20, максимум на 30 минут. Воду я уже поставила кипятиться, она уже закипела, сейчас буду заливать. Так, вода кипит. Наливаю потихонечку в каждую банку воду. Кипящую, газ не выключаю. Слишком быстро не заливайте, на всякий случай. Аккуратненько. И вот по самые прям до верха заливаю. Вот так до конца, пусть чуть-чуть даже выливается. И просто сверху прикрываю крышкой. Не закручиваю, просто прикрыла. И так все банки. И пока мои баночки остывают с помидорами, помидорки стерилизуются таким образом. Вода опять закипает, заново поставила воду. Я хотела показать вам, вот у меня осталась пара баночек с прошлого года помидоров. Вот точно таким же способом я их закатывала, тоже в 1,5-литровых банках, просто они другой формы. Посмотрите, у меня в прошлом году были помидоры ассорти, и желтые, и красные сливки. И вот они такие красивые. Все как на подбор. Вот, смотрите. Все целенькие, все очень вкусные. Помидоры по этому рецепту получаются сладко-острые. Нам очень нравится. Вода у меня закипела. Пойдемте дальше. У меня прошло 20 минут. Баночки уже остыли. Не кипяток. Я обдала кипятком вот такую крышку для слива. Незаменимая на кухне. И теперь каждую банку открываю. Надеваю эту крышку. Ее обязательно тоже надо обдать кипятком. И сливаю воду. Сливаю прям хорошенечко. Стараюсь всю воду оттуда слить. И вот так все баночки. Не переживайте, ничего не уйдут ароматы, не уйдут перец, специи эти все. Помидоры же очень долго готовятся пока до зимы, и они, конечно же, еще впитают все нужные им ароматы. А это все, это только лишнее. Все, что не нужно, все нечистое ушло. Не жалейте эту воду, просто ее выливайте. Не надо ее заново кипятить, у вас будет рассол и вкусный, и красивый. Вот эта вода вам не нужна первая. Все, вот таким образом все банки я сейчас солью и вернусь к вам. Теперь добавляю в каждую банку раз, два, три и еще половинку. 3,5 ложки сахара. В каждую банку кладу, так как сливки у нас помидоры не сладкие, не очень сладкие, скажем так, то я кладу для их сладости побольше сахара. 3,5. 3 ложки без горки столовые. И еще половинка. Засыпаю так все банки. Сахар везде добавила, теперь в каждую банку добавляю по 1 столовой ложке соли. Соль кладу 1 столовую ложку без горки. Смотрите, у меня столовая ложка 15 миллилитров. Все столовые ложки разные. Теперь заливаю кипятком. До конца пока не долила, покрыла помидоры и добавляю в каждую банку чайную ложку эссенции 70%. Вот, 1 чайная ложка. Без горки. Доливаю теперь сюда кипяток. Я так делаю, чтобы не обжигать помидоры. В воду наливаю эссенцию. Доливаю вот прям опять-таки до самого краешка. И закручиваю.
Пока заливаете, воду опять не выключайте, вернее газ под кастрюлей или плита электрическая, что у вас, чтобы вода не остывала. И если интересно, в каждую банку где-то 600 миллилитров кипятка уходит. А самое горлышко. Все, перевернули банки вверх дном, крышками вниз, укутали одеялками, и я оставляю до полного остывания. У меня примерно на 2 дня они остаются вот так под одеялком, пока вообще холодные не станут. И спустя 2 дня получаем вот такие красивые баночки с вкуснющими помидорами, которыми будем наслаждаться всю зиму. Этим рецептом сегодня я хотела поделиться с вами. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всем хорошим людям желаю всего самого наилучшего. Будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока!